Если приехать в Лекко и потом несколько километров подняться на один из соседних холмов, это Северная Ломбардия, то оказываешься в бывшем монастыре Святого Петра на горе. Место при этом удивительное, мало на что похожее, и внутри церкви мы найдем одну из самых удивительных фресок, созданных на рубеже XI до XII веков. Удивительна эта фреска как своим масштабом, так и сюжетом. Здесь изображен гигантский дракон, которого ангелы Божьи низвергают куда-то, видимо, прямо к нам сюда, на землю. Давайте посмотрим на этого удивительного дракона, написанного около 1100 года, и попробуем задаться вопросом, как он связан с историей добра и зла на нашей грешной земле. После часового подъема входим мы в храм Святого Петра на горе, и сразу все так странно. Восточный фасад смотрит на тебя 3 апсидами, и в одну из них ты входишь. Войдя, оказываешься в коридоре из 2 небольших сводчатых помещений. В первом, подняв голову, видишь себя в небесном Иерусалиме. 12 голов, полагающихся по апокалипсису вратах, такие же паломники, как ты сам. Посреди этого небесного града вседержитель, гряды окитать в нощи. Так и написано на латыни. Из-под ног у него течет речка, которая в следующем купе уже разливается нормальными 4 райскими реками. По сторонам тебя, паломник, приветствуют папы Григорий и Маркел. Один – просветитель германцев, другой – мученик, чей язык здесь же покоится, если верить преданию. Чтобы ты не сомневался, что попал в рай, что ты спасен, над входом спасенные души в лоне Авраамовом. Важный сюжет для христианской иконографии. Входим в главный неф, собственно, единственный неф. Перед нами масштабный, крашеный сценами в технике стукко кивори. Это, безусловно, читалось в XI веке как отсылка к почтенной базилике святого Амвросия в Милане. Но здесь другие сцены – распятие, Мария у гроба, вознесение, передача ключей и закона, то есть potestas и auctoritas – власти духовной и светской. 2 апсиды, рассчитанные вроде как под богослужение, дело нередкое при каролингах и аттонах, но за Альпами, а не по эту сторону. Что здесь в Чивато произошло? Почему у церкви 2 апсиды, остается загадкой. Поглядели, обошли, поворачиваемся к выходу обратно, и тут, собственно, главное чудо, шедевр романской живописи 1100 года. На восточной, а не западной стене, в роскошную орнаментальную раму, выполненную в технике стукко, вписана удивительная, завораживающая фреска. Она иллюстрирует 12 главу Откровения Иоанна Богослова, где рассказывается, что жена в муках рожает младенца, его передают Всевышнему, но дракон, то есть змей о 10 рогах и 7 коронах, пытается его съесть. Ангелы низвергают дракона и часть звезд, тот в отместку охотится потом за женщиной. Это место из апокалипсиса воспринималось как единственный рассказ о происхождении зла в мире до сотворения этого самого мира. На фреске мы видим настоящего дракона с крыльями и 10 рогами. Но что имел в виду святой Иоанн в тексте своего откровения? Когда он говорит о драконе, он использует греческое слово «офис», то есть попросту «змея». И это тот самый змей, который соблазняет Еву в 3 главе книги «Бытия». Именно этот змей пытается уничтожить и народившегося Мессию, то есть Машиаха. В еврейской традиции слова «нахаш» – змея и «машиах» – Мессия имеют одно и то же числовое значение, что поддерживает миф о таинственной связи и борьбе Машиаха и змея. Если присмотреться к композиции, она глубоко гармонична. Анатомия тела ангелов так точна, что можно говорить о серьезном византийском влиянии. Главное – это именно гармоничность композиции. Она передает уверенность заказчиков, умных монахов XI века в том, что добро победит. Это то, что храм должен был сказать усталому паломнику, шедшему, возможно, в Рим, возможно, в Компостелу, а может быть, даже и в Иерусалим. Дело в том, что церковь сейчас на отшибе, но когда-то она стояла на большой дороге. В подтверждение этой мысли в боковых апсидах у выхода паломник видел мученичество обоих Иаковов. Чины святых, пустынников, мучеников, 9 ангельских чинов. Все это старательно подписано, в том числе леонинским гекзаметром с внутренней рифмой. Когда-то храм был расписан целиком.
В крипте, где хранили мощи, славили Деву Марию в красках и в стукко. Успение резонно завершало литургический год и одновременно иллюстрировало спасение, обожение всего человечества. В довершение всего этот храм следует воспринимать в паре с его братом внизу, у озера, собственно, в местечке Чивате. Это храм святого Калогера, Сан-Калоджеро, некого местного святого. Эта церковь сильно перестроена в новое время, но в конце XI века одновременно с верхним храмом она была расписана сценами из Ветхого Завета, причем из исторических его книг, которые вообще-то иллюстрировали на христианском Западе редко. Это истории народа израильского, к тому же размещенные высоко, прямо под кровлей. Их могли понять лишь знатоки Писания. Зато осмыслив эту историю Израиля, как предвестие истории христианского народа, паломник поднимался наверх и там получал рассказ о начале мировой истории, которая парадоксальным образом оказывалась и ее концом. В этом одновременно парадокс и величие средневекового христианского искусства, использовавшего Ветхий Завет как один из главных источников своего вдохновения. Итак, если посмотреть на всю композицию в целом, то я склонен сделать такой вывод. В глазах заказчиков сама гармоничность этой композиции, безусловность победы ангелов над драконом являла одну очень простую мысль очень важную для вообще верующего христианина 1100 года. Добро победит зло. С вами был Олег Воскобойников. Программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю. И подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».